Привет всем, я Роман, и сегодня хочу сделать короткий обзор камеры Runcam HD от компании Runcam. Мне повезло, я являюсь одним из бета-тестеров этой камеры и хочу поделиться с вами своим мнением, если же кому-то это интересно. Для начала давайте посмотрим, что было в коробке. Ну, конечно же, камера. Это всем ясно. Дальше вот такая подставочка под камеру или крепление. USB кабель. Колитесь, у кого их тонна. Инструкция написана на английском с ошибками, но читабельно. И что мне понравилось, USB кабель, через который можно подключить камеру к внешнему источнику питания и к видеопередатчику, чтобы использовать камеру как курсовую. Вот. Возвращаясь к камере, как вы уже заметили, похожа она на другую, немалоизвестную нам Mobius. Как вы уже заметили, форм-фактором они практически не отличаются, кроме радиатора здесь другой формы, и на Runcam линза по центру, а на Mobius чуть слева. Кто-то жаловался, что хорошо, что на Runcam уже по центру, что плохо, что у Mobius сдвиг влево, но я не думаю, что это так существенно влияет на съемку, скажем. Для меня не имеет никакого значения, я не использую камеру ни Mobius, ни эту не буду использовать как курсовую. А также можно заметить отличия в линзе. На Runcam здесь стоит линза с углом обзора 120 градусов, а на Mobius у меня Type A. В остальном кнопки также работают: включение-выключение, смена режимов и запись. Также здесь цветодиоды, индикация режимов. А здесь сзади у нас USB порт, слот для microSD-шки, еще один светодиод, индикация, и кнопка сброса. Вот так. Написали email, что типа сделали гравировку на камере, но чтобы не смеяться, они сделали ее вручную. Я бы не сказал, что это гравировка, они просто поцарапали и испортили продукт. Вот так. Но поцарапали здесь мое имя. Спасибо, Runcam. В общем, характеристики этой камеры не отличаются от Mobius, так как эта камера использует тот же самый процессор. Но, к сожалению, прошивка и утилитка для конфигурации еще далеко от того, что может Mobius. Здесь в Runcam уже прошито, как сказать, по умолчанию режим Full HD на первом режиме камеры, да?
то есть его нельзя изменить. А второй режим это 720p на 60 кадров в секунду, но можно изменить между 60 и 30 кадров в секунду, но, к сожалению, опять в утилитке опция есть, но она не работает. Вот, как вы можете видеть, можно запустить тот же самый желтая индикация, как и у Мобиуса. Дальше можно переключаться во втором режиме. И в третьем режиме фото. Ну, на ранкаме, опять же, фоторежим, он просто делает одну фотографию при нажатии кнопки. То есть еще не знает о таймлапсе и все такое. То есть прошивка еще очень-очень сырая, но потенциал большой. Ранкам пока прислушивается и дорабатывает и прошивку, и утилитку для конфигурации. Что еще можно сказать? Цвета в камере холодные, то есть тона в видео более или холоднее, чем на Мобиусе. Плюс к тому, что на Мобиусе можно это изменить, здесь нет. Так что пока тона чуть холоднее. Но летом это не будет так существенно влиять, как сейчас зимой, когда все и так грустновато и темновато. Звук на ранкаме тоже практически никакой. То есть микрофон есть, но звук с искажением и очень-очень тихо. Я не знаю, вроде кодек аудио в обеих тот же самый, но вот так получилось, что может здесь проблема еще и в самом харде. Характеристики можно смотреть подробнее вот в инструкции. Попробуем сейчас сфокусировать вот так. Ну, значит, угол обзора 120 градусов, резолюция фотографии 3 мегапикселя, резолюция видео Full HD на 30 кадров в секунду, 720p на 60 кадров в секунду и 720p на 30 кадров в секунду. Дальше у нас видео, лайв-видео или реальное в реальном времени. У нас поддерживается и NTSC, и PAL. Поддерживается microSD до 64 гигабайт. Да, в программе можно все-таки изменить положение видео, то есть камера может снимать так, либо так, но изменив этот параметр, меняется сразу на оба режима, и на первом, и на втором. Весит камера 41 грамм, можно проверить прямо сейчас. Вот, снимем
колпак весит правильно 41 грамм. Ну смотри. А Mobius весит 39. Но зато на Mobius стоит батарейка на 570 миллиампер, а на Ранкаме 750. Да, и вот питается от 5 вольт и жрет меньше 500 миллиампер. Пока еще не имел возможности долго летать с камерой, так как погода не слишком позволяет, но я уже загрузил первый мой полет с этой камерой в таком пасмурном дне, можно сказать, но посмотрите и посудите сами, насколько лучше или хуже, чем Mobius работает эта камера. О цене еще нельзя говорить, то есть никак нельзя. Никто не знает цену, кроме Ранкама, но они не говорят, но говорят, что будет эта камера стоить дешевле, чем Mobius. Или они, по крайней мере, этого хотят. Вот, еще раз посмотрим на супер-пупер гравировку. Вот. Ну, это, собственно, все. Про камеру коротко. Будет скоро. И надеемся, прошивка будет намного лучше и поддерживать больше функций, чем на сегодняшний день. Ах да, про прошивку и про конфигурацию отличается от Mobius, то есть настройки не делаются через программу и там нажать кнопку, и сразу записать их в камеру. Нет, программа, ты выбираешь в программу, какие настройки хочешь, и жмешь на генерировать. Программа генерирует файл, который надо ставить в корневой каталог microSD-шки, и при включении камеры камера обрабатывает файл и устанавливает те настройки. Ах да, про настройку камеры. Настраивается она через эту утилитку, но не прямым способом, как говорится, а выставляешь, какие настройки хочешь в утилитке, жмешь сгенерировать, утилитка генерирует файл, который потом надо ставить в корневой каталог на microSD-шке, и при включении камера обрабатывает тот файл и устанавливает те настройки. Прочитать, какие настройки в этом моменте на камере, нельзя на данный момент. И также я пробовал ставить на Ранкаме прошивку от Mobius. К сожалению, после этого камера не запускается. Но можно потом ставить обратно прошивку от Ранкама, и работает все нормально. То есть хардвар как-никак тот же, а прошивки разные. Вот. В общем, это было все. Смотрите видео с полетом с этой камеры. Если вам понравилось, что я рассказал вам, покажите палец. Ну, не мне, а
на ютубе или на фейсбуке. Если не хотите пропустить другие обзоры, то подпишитесь на канал, а также лайкните мою страничку в фейсбуке. Ну все, спасибо.